Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Так и не дождавшись наступления тепла, я снова отправился в путешествие по заброшенным деревням. И отправился не зря, ведь в одном из домов я нашел самый настоящий клад. Приятного просмотра! Там что-то внутри есть. Медленно, но приходит к нам весна. Уже нету таких морозов. Все чаще показывается солнышко. Собственно, у всех поднимается настроение. И у меня тоже. И вот сегодня я выбрался в новое путешествие по заброшенным деревням. Итак, первый дом за сегодня. Сразу на входе стоит Аурика. Похоже на стиральную машину. Стоп, что? Здесь есть свет, несмотря на то, что дом достаточно разграбленный. Выбитые окна, двери, но горит свет. А здесь не горит. Вот это сюрприз. Насколько я понимаю, получается, что это был такой дом на несколько семей. Здесь было несколько квартир отдельных. По две на каждом этаже. Находится этот дом прямо у дороги. Вероятно, поэтому его так быстро и разграбили. Я думаю, что заброшен он всего несколько лет. Дети здесь жили. Книжка Горького. Дорогой, не могу разобрать имени, поздравляем с окончанием средней школы. Мама, папа. В 63-м году эту книжку подарили на окончание школы мальчику, возможно, который здесь жил. Сейчас он уже взрослый человек. Возможно, он даже уже и мертв. Что? Мне показалось, что это птица, но это дверной звонок. Ну да, если здесь есть электричество,
то чего удивляться. Припасы. Практически в каждом таком доме или квартире брошенной можно их встретить. Жаль, не написан год. Немножко удивительно, что печка не тронута, несмотря на беспорядок в доме. Детские сказки когда-то были. — 2007. Возможно, именно в этом году этот дом и был брошен. Это у нас, похоже, каталог продуктов, если можно так выразиться, 2012 года. Значит, здесь кто-то еще жил почти 10 лет назад. Цены еще в латах. Так. Интересная находка в том плане, что если кто-то захочет, вы можете сравнить цены, которые были 10 лет назад на продукты, с теми, которые сейчас в магазинах. Но если кому интересно, я так сам примерно прикидывал, за последний год выросла цена в среднем на 30% на еду. Ну вот, если кому интересно, сможете сравнить. Какие огромные борщевики. Летом здесь идти было бы страшно, потому что у них очень ядовитый сок. Я помню, как-то даже много лет назад у нас была такая профессия, люди, которым выдавали специальную защитную форму, и они эти борщевики пропалывали, выпалывали, потому что они разрастаются как сорняк, и они просто везде. Так. А вот, похоже, и окошко, через которое я смогу попасть внутрь. Встретил я тут местного жителя неподалеку, и он мне подсказал это место. Сказал то, что хозяин давно умер, и с тех пор дом стоит. И, похоже, до этого дома мародеры не добрались. Так, что у нас тут интересно? Тут у нас опять же одежда. Ух ты! А тут действительно все почти нетронутое. Так. Мне интересно, заходит ли сюда кто-то через эту дверь. Судя по этой паутине, похоже, нет.
Это очень похоже на кухню. Кухонный уголок. Интересно посмотреть дату. 2018 год. То есть, получается, здесь кто-то жил еще всего 5 лет назад. Красивые кружки и прочие предметы быта. Красивая посуда очень. Но относительно современная. Я думал, что, может быть, будет более старая, чем обычно. Но нет. Ух, какой чайник. Еще одно спальное место. Одежда разбросана, что интересно. Стиральная машина «Волна». Вот это интересная вещь уже. Кто-то все-таки тут немножко рылся, видно. Эх. Радиоприемник уже какой-то современный. В принципе, соответствует реалиям жизни бедных людей в 2018 году. Относительно такой современный хутор. Снова припасы какие-то, фу. Монета. 1 лат 1990 года. Естественно, сувениры никакой ценности не имеет. А вот святой уголок. Икона Божией Матери. Такс. Здесь у нас снова посуда. Здесь так повернуто, чтобы никто не залезал. И снова посуда. Причем достаточно, я вам скажу, красивая. Там что-то внутри есть. Ну-ка. Какие-то монетки. В общем-то, там... Вот это, да? Еще купюра. Три советских рубля. Вот это, да? Так это чья-то заначка была, что ли, еще с тех лет? Да ладно. То есть это кто-то прятал в чайничке деньги, копил. Или, может, от жены прятал на выпивку. И это все так осталось стоять после того, как человек умер. Вот это, да? Интересные рублевые монеты с разными людьми значимыми. К сожалению, я вообще не разбираюсь в рублях. Не знаю, есть ли здесь какие-то редкие монетки. Или это все самые простые монетки. Понятия не имею. Но, может быть, вам будет интересно. Сколько здесь много
рублевых монет-то? Ломоносов. Может быть, это кто-то коллекционировал монеты, потому что они все разные. 10 копеек. Ну, копейки, они, в принципе, все будут примерно одинаковые, я думаю, сзади. 20 копеек. Вот это да. Жетон метро, кстати. Нашел свой первый небольшой клад в заброшенных деревенских домах. Надо тут все, оказывается, повнимательнее разглядывать. Вся посуда, которую я здесь вижу, я так полагаю, что это Рига. Фабрика Кузнецова. Вырезка из книги. Какие животные, что ли, это погрызли. Так, и что-то интересное. Итак. Пятерка по физкультуре и пятерка по труду. Так. А, это то же самое, только на русском. Заплесневевший альбом, что ли? Семейные фотографии. Похороны, похоже. А это уже цветные фотографии. Снова похороны, кстати. Жалко, не написана дата фотографии, когда сделана. В основном я смотрю здесь фотографии с похорон. Вот и фотография просто с деревни. Школьная фотография. Возможно, даже выпускной. Свадьба. Может быть, это свадьба той пары, которая здесь жила? Такс. 4-я группа. Та же самая свадьба. Таллин. Много здесь фотографий самых разных. Глаза разбегаются. Кстати, это те же самые люди, у которых была свадьба, только уже постарше. Вот их внук. А та девочка, которую я нашел в начале на фотографиях, это, вероятно, была их внучка. Можно, конечно, долго этот альбом разглядывать, но надо посмотреть, что тут еще есть интересного.
Вот это дом, конечно. Календарь. Но год на нем не написан. Или я его не вижу. Но, судя по тем банкам с кофе, заброшен этот дом всего каких-то 5 лет. Какая красивая посуда. Вы посмотрите только на вот это. Какой красивый сервиз с розами. Причем не рижский. Даже не знаю, что это за завод его делал. А вот это рижский. Ой. Сумочка. Опять же, сумочка полная каких-то документов, что ли? Да ладно, здесь тоже документы? Неужели? В общем-то, прививочные паспорта старого образца. Но они все пустые. Алексей, Пелагея, интересное имя. И Григорий Пискуновы здесь жили. Или Пишкуновы. Не знаю, как правильно. Получается, семья из 3 человек. Собственно, свидетельство о рождении. В 1935 году родилась Пелагея. Возможно, это была мать семейства. В 70-м году родился Василий. А, вот тот самый Василий Пискунов. Это был их сын. Тот человек, дипломы которого я нашел в другой комнате. Григорий, тоже Пискунов, возможно, его брат. Трудовая книжка колхозника. Книжка принадлежала Пелагее, матери этих 2 людей. Всякие записи, сведения о работе. Вот это да. Так, дальше у нас идет членский билет. Советский. Пустой, кстати. Так, трудовая книжка колхозника Пискунова Алексея, наверное, отца семейства. Да, это был отец семейства, вижу по году рождения. Вот это да. Начислено трудодней за год. А как это за год могло быть начислено 683 трудовых дня? В общем-то, здесь тоже у него трудовых дней было еще и побольше, чем у Пелагеи. Здесь зарплата, кстати, писалась. И здесь количество отработанных дней, как я понимаю. Так, и что я еще увидел здесь интересное, так это инструкция для ружья ИЖ. Возможно, Алексей, либо его сыновья были охотниками. Уже вижу какие-то часы. Но это, наверное, не советские. Да, это уже какие-то современные часы. Определенно. Интересный утюг, кстати.
Блин, было бы интересно попасть на чердак, но я не видел люка. Какой серьезный мужчина. Завсегдатай. И чуть не пропустил вот такое вот трюмо интересное. Опа. Здесь у нас небольшая заначка, только не монеток уже, а радиоламп. Но они какие-то все уже, видно, честно отработавшие свое. Такие все грязные. Возможно, было подарено на юбилей 60 лет, 40 лет. Так, 2 телевизора. Вестель. Впрочем, ничего интересного. Есть у меня догадка, то что это шкафчик, в котором когда-то лежало ружье. И смотрите, патроны. Стрелянные, естественно. Все в такой паутине. Здесь 3 стрелянных патрона. Опа. Елочные игрушки. Я уже не знаю, современные или тех лет. К сожалению, чердак оказался пуст. Спасибо за просмотр и до новых встреч!